Испытующие немного грустно глядят на нас светлые глаза. Открытый пристальный взгляд, непокорные пряди рыжих волос, яркий золотой плащ. Сандро Боттичелли. Он тоже здесь, на своей же картине. Сюжет поклонения волхвов. В толпе перед младенцем Иисусом все сплошь его друзья, сильные мира сего, правители его родного города, милые сердцу каждого Флоренции. Вот Козимо-старший, его сын Пьеро, два внука, братья Лоренцо и Джулиано, рядом молодой знаток древних наук Пико делла Мирандола, поэт Полициано, банкир и меценат Торнабуони. Сандро немного в стороне ото всех. Смотрит прямо на нас. Уже более 5 веков прошло. Смотрит в будущее. В 1445 году он родится в семье дубильщика кожи Марьяно и его жены Смиральды. Странным и непокорным будет расти этот малыш, Алессандро Филиппеппи, коротко Сандро. Учится читать и слабого здоровья. Запишет о 13-летнем сыне отец в городском кадастре и отдаст его учиться ювелирному делу. Мальчик поначалу чеканит монеты, вот откуда прозвище Боттичелло – чеканщик монет. Ювелиром он не станет, а станет художником. Первые шаги на пути – Боттеги мастера живописи Филиппо Липпи, а потом Андреа дель Верроккио, того, что выпустил в свет и Леонардо да Винчи. Обоим этим учителям было чему научить. Был бы хороший ученик, а Сандро был хорош, очень хорош. Его Мадонны уже пленяют многих. Да, поначалу непритязательны и миловидны. Да, иногда бывает, что фигурам тесно на холстах. Да еще этот неведомый доселе мотив, будто тень неопределенной грусти на лице. Откуда он у молодого художника? Тот и сам пока не знает. Он молод и устремлен вперед. Святой Себастьян, Юдифи Алаферн – это уже кисть мастера. Во Флорентийской Платоновской академии он на особом счету, а это чего-то да значит. Довольны не только его высокородные, высокоученые друзья во главе с правителем города Лоренцо Медичи, он и сам собой доволен. Знамя с фигурой богини Афины Паллады для младшего Медичи Джулиано это он расписал для прошедшей только что Джостры, рыцарского турнира, о котором не умолкая продолжает говорить весь город. Флорентийцы обожают турниры рыцарей, а Медичи умеют устроить их со всей свойственной им страстью и великолепием. Праздник 28 января 1475 еще долго будут помнить. Его красавца-победителя в наряде из серебряной парчи в жемчугах и его даму сердца. Он Джулиано Медичи, брат правителя Лоренцо. Принцем юности еще называют его горожане. Она Симонетта Веспуччи. Во всей Флоренции не сыщешь такого, кто остался бы равнодушен к ее красоте. Среди них и Сандро тоже. Когда Симонетта приехал во Флоренцию из Генуи, Боттичелли было 25 лет. Он только что исполнил первую работу, доверенную ему торговой палатой. Время Джулиано и Симонетты, сонетов Лоренцо Великолепного и станцев Полициано, время турниров и карнавальных шествий, время расцвета Боттичелли. Но помните, та самая изначальная неуловимая печаль, она не была случайной. Сандро и его друзья жили накануне великих исторических гроз. Грозы не приходят внезапно. Предчувствие их тяготеет в воздухе, сквозит во взорах и улыбках. Оно примешивает смутную печаль к радостям, освобождает от сознания прочности вещей, делает движения легкими, не оставляющими следа, как будто снова и снова напоминает о мимолетности сущего, и оттого вся жизнь, весь мир кажутся милее и певучее.
И оттого любовь Джулианы и Симонетты кажется событием века, самой прекрасной любовью на земле. Через год после той самой знаменитой Джостры Симонетта умерла от чахотки. Ей было 23. День в день, ровно 2 года спустя, Джулиано Медичи был подло заколот ножом наемного убийцы во Флорентийском соборе во время заговора Пацци. С самого начала искусство Сандро полно их образами. Теперь оно будет зеркалом памяти о них. Лицо Симонетты станет лицом Венеры и Флоры, Афины Паллады, всех его Мадонн. Боттичелли словно хочет сохранить мгновение красоты, продлить мгновение счастья. У него есть кисть и краски. Сможет ли он с их помощью сделать мгновение вечностью? Прохладный полумрак весны Боттичелли. Некоторые призрачные сцены сродни гомеровским гимнам, в то время популярным во Флоренции. На фоне густой листвы прекрасные грации кажутся сотканными из света. Рядом с ними Венера, весна, царица сада. Цветы, усыпавшие темную зелень, сияют на ее фоне, как настоящие звезды на ночном небе. Те звезды, в которые, как верили друзья Боттичелли, превращаются души прекрасных дам, чтобы утешить своим сиянием оставшихся на земле печальных возлюбленных. Мы, нимфы, здесь, мы, звезды, в тьме высот. Власть живописца объединяет силой кисти древние знания, что так волнуют умы его эпохи. Знания из давно забытых манускриптов, что вдруг стекаются отовсюду во Флоренцию. Посредством света и цвета, расположением фигур и движений художник вершит свое тайнодействие. Картина привлекает внимание, захватывает нас, освежает и обновляет. Так может действовать магический талисман. Марсилио Фичино, философ и знаток античности, так и считает, картина его ученика направлена против действий Сатурна, который связан со временем, а значит, против старения, медлительности, пассивности. Ай, Сандро, ай да молодец. За весной будет рождение Венеры, святой Августин, Паллада и Кентавр, новые Мадонны, фрески в Сикстинской капелле, где Боттичелли руководит группой флорентийских художников, приглашенных в Рим папой Сикстом. Но куда-то мчится, сломя голову, время. На арену уже выступают Рафаэль, Леонардо, Микеланджело. В Риме злобно шипят и шепчутся, порицая папу об именитом флорентийце и его работе в Ватикане. Вот, мол, поручил надзор самому неквалифицированному из всех, чей варварский вкус и сухая мелочность парализуют коллег. Как быстро! Всего несколько лет, и будто вся жизнь под откос. Новые времена, новые люди, новая эпоха. Нет уж рядом всех тех, кого он так любил, и не та уж милая сердцу Флоренция. Пламенные и красноречивые проповеди Савонаролы. Покаяться требует ото всех доминиканский монах. Велит предать огню произведения искусства и книги. Требует изгнания из Флоренции Медичи. Желает, чтобы все вокруг подчинились его воле. А она такова – забыть все мирское перед неминуемым концом света. Неужто уделом таких всегда веселых флорентийцев станет царство страха? Уныло и мрачно на душе художника. Неужто я так заблуждался, вопрошает он сам себя и не находит ответа. Горят костры на площади Синьории. То правда или нет, но пишет Вазари, что Боттичелли своими руками относит к ним некоторые из своих картин. Не ведаю, когда мой час пробьет, а жизнь прошла, как краткое мгновение.
Душа, презрев мирские искушения, томится, ожидая свой черед. Достигнув в подлости больших высот, наш мир живет в греховном ослеплении. Им правит ложь, а истина в забвении, и рухнул светлых чаяний оплот. Нет, он никогда не читал этих строк Микеланджело. Они будут написаны многими годами позже, но состояние души на сломе времен, они так похожи. Художник почти забросил кисти и краски. Его беспокойная душа утратила простую гармонию мира. Боттичелли преклонялся перед Данте, изучал его поэму, рисовал ее и писал к ней комментарии, но какая пропасть отделяет его от божественной комедии? Какое одиночество испытывает душа, у которой нет никакого Вергилия и никакой Беатриче, и которая в отчаянии готова пойти даже за доминиканским монахом? Его смерти в родном городе почти никто не заметил. Осталась сухая запись в книге мертвых цеха врачей и аптекарей. Дата 17 мая 1510 года. Похоронен на кладбище Церкви Всех Святых, в том самом квартале, где и родился. Вазари писал о Боттичелли с уважением, как о видном художнике, только что сошедшего со сцены поколения. Да, был приближенным художником Медичи, руководил росписью стен Сикстинской капеллы, имел много больших заказов, участвовал в комиссиях, но все это делали и другие. Есть, правда, одно, чего нельзя сказать про других. В манускриптах Леонардо назван по имени только один художник, и этот художник, Леонардо так и пишет, наш Боттичелли. Слова маэстро никогда не бывали случайны. А Сандро все благополучно забыли и почти не вспоминали на протяжении 3,5 столетий. Так путали его работы со столь непохожими на него Герландаю, Мазаччо и Андреа Мантенни. Все они казались примитивными, плоскими и устаревшими на фоне великолепия позднего Возрождения и буйной пышности барокко. Лед тронулся лишь в начале XIX века. Чудом уцелевшее рождение Венеры перевезли в Уффици, весну во Флорентийскую академию живописи. Английские прерафаэлиты окончательно и бесповоротно вернули заслуженную славу имени Сандро Боттичелли. «Я ставлю тебя в центре мира. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем хочет». Сандро не был титаном эпохи Возрождения, не спровергающим основы или утверждающим новый канон. Он был лишь певцом любви и весны, желавшим вославить не только красоту человека, но и его великое предназначение. И этого вполне хватит для вечности.